Всем привет! Финальный босс 8 сезона, первая фаза до усиления. Рассмотрим команду призыва. Будет два варианта команд. Это Лильванис без пробуждений, либо с пробуждениями до 5, потому что разница у нас тут за оливки ультимейта. То есть у кого Лильванис на 5 пробуждении, она без проблем входит в цикл 15 секунд. Мы будем также делать, в принципе, и без пробуждений цикл на 15 секунд. Просто это будет немножко сложнее, но результат тоже будет неплохой. И также, что касается Тиамат, для тех, у кого она 5, и для тех, у кого она до 5. Если у вас, допустим, она даже 4, то сразу говорю, снимайте вообще нафиг все пробуждения с нее, потому что первое пробуждение, вот это запрет лечения, оно нам будет фейлить полностью весь бой. Либо нам придется очень сильно постараться, чтобы избежать некоторых нюансов негативных, но профита с этого толком не будет, и проще просто вообще снять с нее пробуждение и все. Если она у вас 5, то тогда да, придется помучиться, но профит с этого тоже будет. Также по заменам, если у вас вдруг нету Тиамат, то можно поставить и Сириэльса, и тоже с ним они в принципе будут неплохо стоять, плюс он будет нам давать невосприимчивость к ослаблениям и бафать атаку, так что тоже неплохо в принципе подойдет. Ну и плюс выживаемость. А так в принципе босс очень требовательный к героям, требовательный к саппортам очень сильно, поэтому если у вас чего-то нету, то очень сильно просядете по урону. По поводу Торина не знаю, не пробовал с ним бить, но возможно, как вариант тоже подойдет. Ну что ж, начнем разбор команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Также, возможно, у многих вопрос, почему Ирзилос, а не Лакрейс. Во-первых, у нас здесь много целей, и Лакрейсу будет очень неудобно накидывать все эти свои дебафы на усиление урона на много целей, потому что мы будем бить по 5 целям сразу. Это босс, и мы будем делать так, чтобы у нас вылазило 4 руки. То есть у нас будет 5 целей. Плюс они исчезают, и также Лакрейс, если до 2 пробуждения, то ему вообще здесь, в принципе, ловить нечего. Поэтому в итоге нам выгоднее поставить просто Ирзилоса. Также у него есть ускорение в пробуждениях, что упрощает нам сборку его, дабы войти в цикл 15-секундный. Мы берем просто всем призывным героям вот этот талант, и они у нас будут за счет этого заливаться. Также Тиамат тоже имеет талант на заливку. 49 ускорения в рунах собрать, думаю, не проблема. Насколько знаю, можно даже 48 или 46, что-то такое. Но в принципе хватает, чтобы входить в цикл. Просто благодаря заливке с таланта. Также обязательно вот эта шмотка мифическая на Тиамат на доп. Проверку дебафов. То есть, чтобы разлом у нас нормально вешался. Также шмотка на раздачу атаки и на наложение дебафа, на увеличение урона от дебафов. Прежде чем рассмотреть остальных героев, давайте я вам покажу тайминги и покажу суть, в чем вообще весь замысел. Тайминг на Тиамат я очень долго подбирал и в итоге остановился на 9:15. И, собственно, почему так? Ну и также вы сразу можете посмотреть цикл у остальных героев. Ирзилос на 11, следом Леля на 11:5 и Бернейт у нас стартует, в принципе, как только так сразу. Питомец 21,5-30. Это тоже очень важно. Именно в этом тайминге он должен ходить. И, собственно, что у нас происходит? Почему такие тайминги у Тиамат и почему у нас вылазит 4 руки? То есть при таком ускорении, которое у меня сейчас выставлено, что у нас происходит? Если до первого навыка на боссе не будет ослаблений, а будет 4 усиления, вот как сейчас, видите, успели усиления сняться, то он, соответственно, выложит на поле боя именно 4 руки. Не книжку какую-то, не 3 руки, а именно 4 руки. То есть у нас будет по факту 5 целей, которые мы будем бить. Иногда, конечно, фейлы возникают, вот такие как сейчас. Сейчас вот вылезло, допустим, 3 руки. Но если бы у вас было пробуждение, допустим, первое на Тиамат, то здесь не как сейчас, вот у нас один дебаф сейчас просочился, и за счет этого вылезло 3 руки. Если бы у нас было на Тиамат первое пробуждение, то вместо руки вылезла бы книга, потому что у нас было бы на тот момент с боевого не один дебаф, а 2. То есть вылезла бы книжка бы нам кидала штрафы, больно дамажила своими взрывами. Вот, поэтому я еще изначально и сказал, что если у вас Тиамат не 5, то просто вообще снимайте с нее пробуждение, так как первое пробуждение просто фейлит весь бой. Либо придется очень долго реролить, и опять-таки ради чего? Для тех, у кого 5, да, там смысл есть постараться, подобрать ускор, так как 5 пробуда бустит статы. Все остальное там просто, ну, пляпа, так скажем. Вот, и как видите, сейчас у нас на поле боя
боя вот 4 руки. Для Лильванис это вообще просто сказка какая-то, поэтому данная команда в принципе набивает такой вот урон. Что ж, продолжим разбирать остальных героев. Суть вы уловили, правильно, что обязательно нужно следить, чтобы до первого скилла у нас не было ослаблений. Если что, можете там как-то с ускорением чуть-чуть поиграться, там чуть больше, чуть меньше. Все зависит уже от вашего желания набить хороший урон, потому что чем больше рук будет, там не 3, а 4, да, соответственно урона будет больше. Я своей основной командой довел статы до того, что у меня в принципе весь бой, не всегда, конечно, потому что много факторов сторонних, на которые мы вообще никак не влияем, вот приходится просто реролить, но бывает такое, что бой проходит так, что полностью все время боя у нас вылазит именно 4 руки без фейлов. Вот, ладно, продолжим дальше. У нас тут идет Лильванис, я ей дал 44 ускорения, ну в принципе мне хватило. И вот этот талант, за счет этого мы заливаемся и входим в цикл 15 секунд. Шанс крита, конечно, не 100%, но 90% мне тут было в принципе достаточно. Также по поводу шмотки на пробив, так-то у нее артефакт как бы игнорирует защиту тоже, но я тестировал с другой шмоткой, которая на атаку, и результат был ну примерно такой же, даже чуть меньше, но опять-таки меньше потому, что у меня там было чуть-чуть меньше характеристик. Вот, если бы были одинаковые статы, то по факту урон был бы такой же. Поэтому если у вас, допустим, на пробив шмотка есть, тоже ставьте, не заморачивайтесь особо, играйте именно от статов. Где лучше статы, ту шмотку и ставьте. Ирвилас полностью в атаку, никакой защиты ему не давал. Если мы будем строго следовать инструкциям и у нас не будут вылазить книги, соответственно урона мы будем получать не так много. Поэтому никакую защиту я здесь не ставлю, все полностью у меня здесь в атаку. Вот такой вот собственно Ирзилас. За счет пробуждений ускорения много тут не брал в рунах, потому что у него есть пробуждение тоже ускорение. Если у вас Ирзилас без пробуждения, то придется в рунах, конечно, в ущерб атаки собрать больше ускорения. Пустим как на Бернейд. 47, в принципе, мне здесь тоже хватило, она у меня в кукольнике. Тут по 3 прока пришлось сделать руны. Кстати, если проблемы с рунами, вот, ну не получается у вас проки собрать, но у вас, допустим, есть Ирзилас с пробуждением на ускор, то нам придется делать, в принципе, тогда его в кукольника, а Бернейд уже одевать вот такое вот снаряжение, чтобы у нее было больше ускорения. А Ирзилас за счет пробуждения уже как-то компенсирует и будет уже с кукольника всех заливать. Ну и собственно Бернейд, вернемся обратно к ней, вот такие таланты, как и у всех призывников, берем на заливку, ну и ускорение тоже вот везде. Раздача атаки обязательно, также расстановка тоже вот такая, самая профитная. Если кого-то ставим в другое место, почему-то все сбивается. Как это вообще связано, и все это связано вообще как-то с Тиамат, она начинает там боевым как-то по-другому стрелять, и в итоге бой идет по-другому. Объяснить я это вообще никак не могу, да и вряд ли кто-то сможет. Вот поэтому просто делаем вот так и все. Так, Тиамат мы уже разбирали, в принципе, талант на ускор и вот такие шмотки, да. Ну и с Синтреля раздача атаки, и поставил я вот эту шмотку просто, чтобы она больше настакала себе атаки. Тут особо-то вариантов немного. Это как бы единственный сет, который от усилений будет давать на постоянке атаку. Поэтому так уж повезло, что у меня есть такая броня, и я поставил именно ее. Ну и рога оленя, соответственно. Также верха поставил вот такие. Ускор я особо прям не обязательно, я даже талант не брал, он ей тут не нужен. Она и без него, в принципе, нормально справляется. Ну и вариант для тех, у кого Тиамат 5, либо Лильванис 5. Что у нас здесь меняется? Мы убираем вот этот талант и ставим, соответственно, нижний. Нам это не нужно. Плюс мы убираем ускорение в рунах, нам оно тоже не нужно. У меня просто так получилось, что в допах есть 13, оно мне не мешает. Вот такие у меня статы получились. Сам в шоке, честно говоря, но прикольно, прикольно. Жесткая, конечно, лелька вышла. Что у нас изменилось? В принципе, поменял просто руны, плюс пробуждение дали характеристики, и у нас теперь есть своя заливка. То есть не нужны нам таланты, не нужны нам ускорения. Она будет даже заливаться быстрее, чем все эти герои, которые с ускором и с талантами. Ну и Тиамат, соответственно, тоже теперь с пробуждением, но из минусов, что она теперь вешает дополнительный дебаф. И нам нужно будет просто тщательно следить, чтобы у нас она входила четко в цикл и никаких книжек у нас не вылазило. Шмотки остались те же абсолютно. За счет пробуждения также у нас ускорение было даже чуть больше, чем надо. Я оставил на 61. То есть я намеренно снижал ускорение. И именно при таком у меня более-менее хорошо проходит бой. У меня
меня не вылазят книжки, я не ловлю штраф атаки, и все у меня вообще хорошо. Ну и за счет того, что ускорение стало меньше, я, получается, получил немножко больше атаки. Не особо большие проки, но лучше, чем было. Тайминги использую вот такие. И странный нюанс, допустим, босс кидает ослабление сам на себя на где-то вот 14 секунде. Но если я ставлю Лильванис на 14 секунде, вроде как урона должно быть больше, но по факту его в разы меньше. Почему это происходит, я тоже не знаю. И у нас начинает там и Тиамат сбиваться. Короче, что попало происходит. Вот. И именно на таком тайминге у меня получилось набить, ну, больше миллиарда. Миллиард 150 почти. Я набил. Вот. Тиамат также остается 9.15. Ну и все остальные герои тоже вот на таких таймингах. Если сравнить с версией, которая была без пробуждений, там у нас старт был чуть-чуть другой, чуть-чуть ранний, но тут я сделал его вот таким. Долго подбирал, не знаю вообще, как это работает, как это связано, просто оно работает и не надо туда лезть. В общем, суть. Полезешь, все сломаешь. Вот, собственно, вся и разница. Больше я тут ничего не менял. Коды ко всем командам будут в описании. Кому что непонятно, в принципе, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Все ссылочки будут в описании. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.